Друзья, всем привет! Hola amigos! Hello friends! Приветствуем вас на международном канале «Звездные секреты». Сегодня мы расскажем, как добиться вручения Димашу Кудайбергену высших международных музыкальных наград Billboard Awards и Grammy, и что для этого нужно сделать. Будет непросто, но почитателям творчества певца все под силу, ведь мы уже обеспечивали артисту первые места в рейтингах MTV USA, а стало быть, для нас нет ничего невозможного. That means that number one is Dimash. Димаш Кудайберген сделал все, что от него требуется, написал и спел гениальные музыкальные произведения, создал сообщество дорогих. Провел прекрасные концерты. Теперь очередь только за нами. Только наша активность может привести артиста к мировым наградам. Сам себя он, увы, не сможет поднять в рейтингах. Возможно, кто-то из вас задается вопросом, для чего нужны все эти официальные музыкальные награды певцу? Прежде всего, для официального подтверждения его заслуг и таланта. Выше рейтинг, выше возможность у артиста для проведения концертов, а у нас больше возможностей увидеть его на сцене. Творчество Димаша Кудайбергена обретает мировую, но пока, согласитесь, только народную известность. Димаш бүгін. Ой, жаным! Жазып беріңдер дейді ол бізге. Итак, что уже есть у артиста, кроме любви его поклонников? Давайте коротко вспомним, какими наградами и званиями Димаш уже обладает. С подачи нашего канала у него появилось уже привычное звание народного артиста мира. В Казахстане творчество Димаша достойно оценено правительством страны. Музыкант имеет почетное звание «Заслуженный деятель Казахстана». Қайғы-мұң дегенді білмей, тек қана қуанышты сәттерде қауышып жолығып жүре берейік. Аман болайық бәріміз. С подачи Игоря Крутого, композитора и организатора национальной премии «Виктория» проекта «Песня года», Димаш получил несколько первых наград сразу в один год. Вокалист года в классической музыке становится Димаш Кудайберген. Спасибо всем моим слушателям за теплую поддержку, за вашу любовь. Мы стараемся ради вас. Хочу поблагодарить вас за ваше доверие, за ваш теплый прием. Я немного переживаю и волнуюсь. И не забудь бы еще всех успеть поблагодарить. Игорь Яковлевич, давайте поаплодируем маэстро.
Спасибо за труды и заботу, уважаемый Игорь Яковлевич. Но эти награды имеют локальный характер и нужны были только для популяризации творчества Димаша и перед его туром «Арнау» по России. Максимально ярко популярность Димаша оценена пока только в Китае. Там артист награжден почти всеми имеющимися наградами и званиями. Его выступления транслируются на огромных экранах торговых центров. Похоже, ему нравится такое признание. И вот что он сам написал. Я получил награду «Лучший певец года G-Style». Спасибо, мои дорогие, я люблю вас. Как вы помните, еще в 2017 году артист получил несколько музыкальных наград. Лучший азиатский певец на 24-й китайской премии в области музыки считается китайским эквивалентом Грэмми. Ассаламу алейкум, хурметті Dears. Very nice to see you. My pleasure. Thank you very much. All my performance only for you. Thank you for your support. Love you very much. Why Niman? Thank you. 刚刚迪玛希和大家说到的是，来到这是他的荣幸，感谢大家的支持。 Еще одно звание – самый популярный зарубежный певец на MTV Азия. Мы не будем перечислять все многочисленные звания, полученные Димашем в Китае, их очень-очень много. Просто поблагодарим всех за достойную оценку заслуг артиста. Но, сами понимаете, это тоже лишь локальные награды, так сказать, китайская версия. Димаш же заслуживает мировых наград. Первая попытка в этом направлении предпринята сообществом дорогих из США. Благодаря их плану и рекомендациям все мировое сообщество Diaz добилось для Димаша первых мест в еженедельных рейтингах самого запрашиваемого артиста MTV USA и ротации клипов артиста на канале. Вот уже победа и еще один шаг в популяризации творчества артиста. Но, как вы сами понимаете, это тоже локальное признание. Ведь канал MTV, по сути, такой же канал на Ютубе, как, к примеру, наш «Звездные секреты», только на английском языке. Когда Diaz прекратили голосование в рейтинге MTV, то и ротация клипов Димаша на нем прекратилась. Прежние лидеры соревнования, группа BTS, давно покинула их, так как музыканты имеют и без того уже множество официальных наград, и голосование носит лишь развлекательный характер для фанатов. А хочет ли сам Димаш мировых музыкальных премий? Да, и он неоднократно говорил об этом в интервью. Возможно ли получение наград выходцами из Азии? Да, конечно, ведь все мы помним грандиозный успех диджея Иманбека Зейкенова. Imanbek Zeykenov for Roses. Он удостоен двух самых главных мировых музыкальных наград. Сначала Грэмми, а потом и Billboard Awards. Thanks, Grammy. Ну-ка, давай. Here you go, Grammy goes to. В США вручили награды премии 2021 Billboard Music Awards, в числе триумфаторов The Weeknd и BTS. А приз в номинации «Лучшая песня в жанре электронная или танцевальная музыка» получил музыкант из Казахстана Иманбек Зейкенов с его ремиксом на песню Сент-Джона Roses.
Получил награду Billboard Awards, это почти как Грэмми +1 в копилку. Скромно написал он на своей странице в Инстаграм. Напомним, друзья, в марте 2021 года Иманбек Зейкенов завоевал престижную музыкальную премию Грэмми за ремикс на песню Roses Сент-Джона. Самое прекрасное в карьере музыканта выиграть Грэмми, и мы это сделали, написал Иманбек в Инстаграм. Теперь он востребован в музыкальном мире и работает со звездами первой величины, пишет им музыку и сам выступает на больших музыкальных фестивалях. Димаш тепло поздравил Иманбека с его успехом. В своем Инстаграм отметил, что своим талантом диджей поднял статус народа. «Поздравляю с великой победой, дорогой брат! Своим талантом ты поднял статус нашего народа. Пусть этот звездный момент сегодняшнего дня долгие годы будет вести тебя вперед. Настоящий казахский диджей. И автор песен должен быть таким, как ты. Отличная работа», – отметил певец. Получается, каждый может достичь такой высоты. Нужен лишь талант и народное признание через официальные музыкальные рейтинги. Иманбек ничего специально не делал для получения премии, только выпустил в свет свой ремикс. Слава нашла его сама. Так почему же Димаш еще не получил все награды? Мы должны ему помочь и восстановить справедливость, хотя бы из благодарности за его прекрасное творчество. Вы согласны? Если да, то продолжаем. Музыкальные награды присуждаются за высокие места в мировых рейтингах. Чтобы туда попасть, нужны большие количества прослушиваний песен артиста в официальных источниках. Что это означает? Если слушать песни Димаша ВКонтакте, на Ютубе, у реакционеров, в пиратских записях или фанкамах, то артисту это ничего не прибавит на пути к наградам. Нужно слушать его песни на цифровых платформах Spotify, Boom, iTunes, YouTube Music, Яндекс и других. Все сведения о количестве прослушиваний песен Димаша будут учитываться статистикой Billboard. Что это такое? Billboard – это еженедельный американский журнал, посвященный музыкальной индустрии. Он охватывает практически все аспекты этого бизнеса, в том числе еженедельные новости, авторские статьи, продажи аудио и видеоносителей, интернет-загрузки и так далее. Однако наиболее известен своими хит-парадами. Самые важные из них – Billboard Hot 100, содержащий лучшие 100 песен вне зависимости от жанра и часто используемый для ранжирования по популярности песен в США. И еще один Billboard 200 – хит-парад по продажам альбомов. По результатам ежегодных продаж журнал присуждает награды Billboard Music Awards. Мировым сообществом Diaz разработаны пожелания, благодаря которым мы можем помочь Димашу получить долгожданные награды через высокие рейтинги в Billboard. Итак, для начала нужно удачно дебютировать в чартах Billboard Hot 60, чтобы было продано не менее 500 альбомов в первую неделю в США. Друзья, что за смешная цифра 500 альбомов? Думаю, для огромной армии Diaz это не проблема. В настоящее время только физические альбомы из магазина Wave в США и все цифровые покупки будут учитываться в течение первой недели. Один альбом равен 1250 кликов воспроизведений от платящих пользователей и 3750 кликам воспроизведений от неоплачиваемых пользователей. Для цифровых продаж 10 продаж песен равны 1 продаже альбома. Все официальные аудио, видео, музыкальные клипы, лирические видео, танцевальные видео, все представления складываются. Продажи по-прежнему значат больше, чем воспроизведения. Вы не можете купить более 4 копий песни за одну покупку. Внимание! Воспроизведение SoundCloud не учитывается в Billboard.
Другими словами, друзья, путь к мировым музыкальным наградам Димаша Кудайбергена идет только через покупки и прослушивание песен на официальных источниках. Поэтому, когда вы захотите отблагодарить певца за радость от встречи с его творчеством, задумайтесь, как это сделать правильно. Повторим, если вы слушаете его песни ВКонтакте, в фан-группах, на каналах реакционерах или пиратских версиях, вы не приближаете певца к награде. Друзья, давайте поблагодарим авторов этих мудрых рекомендаций и по мере возможностей начнем победный марш по пути получения мировых премий Димашем Кудайбергеном. Надеемся, что скоро мы встретимся с ним на грандиозном награждении. Друзья, всем большой рахмет и отличного настроения. С вами была Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». Құрметті елбасымыз, құрметті президентіміз, тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тәуелсіздік тұғыры, қазақтың тұғыры тек биіктен көріне берсін.